Привет! Мы в долине Элла, там, где Давид убил Голиафа. Вероятнее всего, вот здесь расположились лагерем израильтяне, а вот на тех холмах напротив – филистимляне. Кстати, кто такие филистимляне, вы можете узнать вот из этого видео. И ссылку оставлю в описании к этому видео. Мы сейчас стоим, предположительно, в том месте, где стояло израильское войско. А вот филистимское расположилось вот на тех холмах напротив. Давид и Голиаф сражались где-то посередине. Археологи обнаружили здесь 3 древних города, которые упоминаются в библейских повествованиях, и нашли поистине уникальные артефакты. Итак, сегодня мы собираемся посетить долину Элла и представить себе, как выглядел тот самый поединок между Давидом и Голиафом, а также проверить, смог ли слышать Давид призыв Голиафа на сражение. Могли ли израильтяне слышать Голиафа, когда он бросал вызов Богу Израиля? А еще мы проверим, как работает праща и как мог Давид так точно и смертоносно бросить камень и сразить Голиафа. Вот это праща. Она сделана вот этими руками. Надеюсь, что она близка к оригиналу и что она работает. Вы видели это? Итак, присоединяйтесь к нам в этом захватывающем приключении. Итак, это произошло прямо здесь. И это одно из самых значимых сражений в библейской истории. И вы наверняка слышали о нем. Но на всякий случай я вам напомню. Около 3000 лет назад филистимляне собрались с войском здесь, в долине Элла, чтобы воевать против израильтян. Во главе филистимлян стоял воин-великан Голиаф, который бросил клич израильтянам выбрать воина, чтобы сразиться с ним. Проигравшая сторона подчинится победителю. Кто сразится со мной? Израильтяне! Израильтяне были напуганы, и никто не осмеливался противостоять гиганту ростом почти 3 метра. Через 40 дней в лагерь израильтян пришел молодой пастух из Вифлеема по имени Давид, который принес еду для своих братьев-воинов. Давид услышал призыв Голиафа и увидел, что никто не решается сразиться с ним. И тогда он вызвался противостоять Голиафу. Получив благословение от царя Саула, Давид находит в реке 5 гладких камней, подходит к Голиафу и говорит: «Ты приходишь ко мне с мечом, а я прихожу к тебе во имя Господа Всемогущего». И, выстрелив из пращи, попадает Голиафу в голову. Удар был смертельным. Так Давид обеспечил победу Израилю. А теперь обратим их в рабов! Израильтяне преследовали филистимлян от ворот Шаараима до Экрона. Итак, чтобы начать наше путешествие, мы направляемся в Хербет Кияфа, который отождествляется с библейским Шаараимом. Шаараим
Это город двух ворот. И смотри, это действительно ворота. Ворота, где сидели старейшины города, где совершались сделки и оглашались указы. Это так здорово! Мы видим вход в город Шаараим. Это похоже на ступеньки. О боже! Ступеньки, которым 3000 лет. О боже, я иду по ступенькам, которым 3000 лет. Здесь был найден острокон с надписью на древнееврейском языке. Как вы не знаете, что такое острокон? Так я вам сейчас расскажу. Острокон – это кусок разбитой керамики, содержащий текст, своего рода записка или памятка. В древние времена папирус был дорогим удовольствием, а вот разбитой керамики было вдоволь. Ее-то и использовали как записки. Так вот, здесь, в Хербет Кияфа, был найден острокон с надписью на древнееврейском языке. После исследования оказалось, что это самое древнее еврейское письмо из когда-либо найденных, и датируется оно X веком до нашей эры. Что примерно на 1000 лет старше свитков Мертвого моря. Есть несколько интерпретаций этого текста, но очевидно то, что он содержит социальное заявление, касающееся рабов, вдов и сирот. А еще в этой надписи содержатся такие слова, как «слуга», «бог», «царь». Мы идем по руслу ручья. Летом он пересыхает. Можете себе представить, что здесь Давид наклонился и поднял 5 камней? Знаете, о чем я думаю? Почему 40 дней армии стояли друг напротив друга и не нападали? И вот здесь мне пришла в голову мысль. События происходили весной. Зима в Израиле – это период дождей, и, вероятнее всего, этот ручей был полноводный. Да и вся низина была с влажной почвой. Армии противников стояли на возвышенностях, и та, кто напала бы первой, была бы в невыгодном положении. Воинам пришлось бы перейти через этот ручей и вообще изрядно поместить здесь грязь, в то время как лучники стреляли бы в них с вершины. Таким образом, армии израильтян и филистимлян стоят друг напротив друга и выжидают, кто нападет первый. Ну что ж, я подобрала в ручье 5 гладких камней, и мы идем проверять, как работает праща Давида. Праща сделана вот этими руками. Надеюсь, что она близка к оригиналу и она работает. Состоит праща вот из такого ложа, куда вкладывается камень и 2 веревки. На одной веревке есть вот такая петелька, в которую вставляется палец. Окей? Второй конец вот так закрепляется на руке. Окей? Праща раскручивается, и тогда, когда камень над головой, этот конец отпускается, и камень летит, надеюсь, в нужном направлении. Вообще, в принципе, если камень полетит в нужном направлении, это уже будет успех. Где он? Куда он улетел? Олег, я тебя не зашибла? А правда, куда он улетел? Олег, я тебя не убила. Извини, я не специально. У меня камни не туда летят. Еще разок. О! Ха-ха-ха! Ничего себе! Вау! Вы видели, как он далеко улетел? Это круто!
видели это? И это первая попытка. Ну ладно, пятая. Ого! Представьте Давида, который, будучи пастухом, должен был охранять свое стадо овец, и чем ему еще заниматься, как не практиковаться в меткости. Поэтому, разумеется, в его руках праща могла быть настоящим оружием. Итак, после того, как мы убедились, что праща в руках Давида вполне могла быть смертоносным оружием, давай проведем голосовой тест. Проверим, мог ли Давид, находясь в стане израильтян, слышать призыв Голиафа выйти на бой. В общем, с долины Эла мы сейчас поднимемся вот на эту гору, Вернее, на этот холм. а потом я спущусь в роли Голиафа и попробую покричать. Услышит ли меня Олег? В общем, Олег долез до полгоры, потому что оказалось, что это высоко и очень-очень скользко. Я решила, что я спущусь и посмотрю, на каком расстоянии он сможет меня услышать. Ты меня слышишь? Слышу! О, он меня слышит. Попробую идти подальше. Ой, я его почти не вижу. Олег! Ты меня слышишь? Я тебя слышу! Я его почти не вижу, но я его слышу. Я иду еще дальше. Довольно-таки приличное расстояние, и он меня слышит. Поразительно. Но где он вообще? Вообще не вижу. Дайте мне мужика! Ой, это не из той оперы, извините. Дайте мне воина сразиться с ним! Дайте мне мужика! Дайте мне воина сразиться с ним! Я слышу тебя! Я иду к тебе! Невероятно! Невероятно! Мы на таком большом расстоянии и все еще слышим друг друга. Друзья, мы на таком огромном расстоянии. В этой долине происходит эффект эхо, и мы слышим друг друга. Нереально. Каждая деталь в истории Давида и Голиафа оказывается возможной. Но это не просто битва между двумя противниками. Это нечто большее. Голиаф угрожает свободе израильтян, и не нашлось никого, кто решился бы сразиться с ним. Кроме Давида из Вифлеема, который пришел, чтобы накормить своих братьев, и вызвался принять вызов Голиафа без оружия, вооруженный лишь прощой и верой в Бога.